Итак, мы говорим, что семейная жизнь, быть родителями – это большая ответственность. Не нужно совершать ошибок, становясь родителем случайно. Детей нужно планировать, хотеть, желать и правильно их создавать. Мы творцы в этом смысле слова. Нужно знать некоторые законы отношений мужчин и женщин для этого. Я вспоминаю Бхагавата Пурану, где описывается, как Васудева и Деваки зачали ребенка. Ничего там такого не описывается, не бойтесь. Все очень чисто и возвышенно. Васудева захотел сына. Вот причина секса в чем. Желать детей. Не развлечение, а желание детей. Васудева, муж Деваки, захотел иметь сына, возвышенного, самого возвышенного сына. Этот образ из ума Васудевы он передал Деваки. Они же общаются. Вот они общаются. И Васудева из ума этот образ передал в сердце Деваки. Деваки поместил этот образ в сердце свое. И там написано, вот так был зачат этот ребенок великий, который родился. Это и есть зачатие. А остальное сделать несложно. Не нужно объяснять. Вот как это происходит. То есть не забываем о умонастроении родителей. Ведь говорят, яблоко от яблони далеко не упадет. Умонастроение. В древних книгах говорится, что нельзя зачинать ребенка, скажем, в пьяном состоянии. Или в обиженном настроении друг на друга. Или в вожделении сильном. Потому что плод унаследует это умонастроение именно. В каком вы зачинаете ребенка, это будет его умонастроение по жизни. Если родители были обижены друг на друга, зачали ребенка, он будет очень обидчивым, он будет всегда на что-то обижаться, он всегда будет проблематичный. Если в вожделении зачали, его очень трудно будет воспитывать, он будет трудным для воспитания ребенка. Сейчас тенденция такова, что дети рождаются умственно отсталыми на Западе больше, больше и больше. Чаще и чаще. Вот сейчас бедствия, они не знают, что с этим делать. А старики очень быстро обретают маразм старческий. Это тоже одно из бедствий, с которым они даже обратились к Далай-ламе с вопросом. Что это за явление и как с ним быть вообще? Почему так? Нас постигает такая кара какая-то вообще природа. Что человек там уже ближе к 60 лет, все, теряет разум. И дети рождаются с синдромами какими-то, вот, они не понимают каких-то слов там и прочее, прочее. Не успевают осмыслить какие-то вещи. И сейчас таких явлений больше и больше. Почему? Потому что накапливается вот это умонастроение, вожделение, раздражение, обиды между родителями. В Махабхарате описывается история, как умер один царь. И нужно было продолжать род. И у него был брат возвышенный. Но он был не царем, а отшельником, лесным жителем, йогом. Принял такой путь. И вид его был ужасный, потому что он был лесной житель, представьте себе. Аскетичный очень. Он пугал внешний вид. И мать этих сыновей, то есть царя, который умер, этого вот аскета, была одна мать. Она обратилась к нему с просьбой, чтобы он зачал детей, чтобы было наследство, кто наследовал трон. Умер царь, и царство в опасности. А царица, да? Ой, царица должна была родить от аскета, да? Да, от аскета. Она попросила сына аскета. А жена осталась. Да, вдова осталась. Ее муж умер. Родить от аскета, да? Да. Но там было несколько жен. Там было несколько жен у этого царя. И мать обратилась, и аскет сказал, что я аскет, и я не занимаюсь этими делами. Мать, пожалуйста, не сбивай мне с толку, с пути. Она объяснила, что царство в опасности, что нужны наследники, что ты должен просто пойти на компромисс. Я как мать приказываю тебе, пожалуйста, дай детей. Он сказал, хорошо, но в течение года они должны очищаться, эти женщины. Я с ними сейчас не уступлю в связь, потому что они все нечистые. То есть для него они были нечистые. В течение года они совершали посты и прочее. Через год он встретился с первой женой.
царя, вдовой. И она от страха, когда увидела его, глаза зажмурила сразу. Так был Задача Дритараштра, он родился слепым. Вторая жена пришла и увидела этого аскета, она от страха аж побледнела вся, родился Панду, бледный ребенок. А третья от страха вообще не пришла, послала служанку, схитрила. Родился Видура. Он унаследовал всю мудрость этого аскета. Служанка была простая, она не испугалась, у нее была простая кровь. Он был по рождению простой, но самый мудрый по разуму. Это пример из Махабхараты. То есть люди знали об этих законах в прошлом. Во всяком случае, высшие классы людей прекрасно понимали семейные традиции. И секс для зачатия детей не является сексом. Можете иметь секс сотни раз для зачатия детей. Это вас не оскверняет. Но если секс используется для развлечений, для чувственных наслаждений, это животное существование. То есть мы почему так говорим? Строго сейчас вот так вот, тяжело говорим, потому что это очень важно понять и начать какой-то процесс. Потому что судьба наших детей, судьба нашего общества, наших семей зависит именно от этого сейчас. Секс наслаждается пропагандой, разве вы не видите? Поэтому столько нет необходимости. Если была бы нормальная культура, люди бы не были так возбуждены. Они бы одевались по-другому, общались по-другому, семьи были бы крепче. А сейчас женщины стали легкодоступными. Вот что такое культура современная. Но страдает поколение из-за этого. Мы не можем родить способных, гениальных детей, личностей. Смотрите, вот что. Где их взять? Кто изменит мир? Это наши потомки должны сделать. Но мы должны вложить в них тогда эти качества. А как же они станут великими? Если мы хотим создать будущее, мы должны создать детей, которые создадут это будущее. Потомки, ведь мы тоже чьи-то дети. И мы уже что-то делаем. И все являются чьи-то детьми. И все что-то делают. И пока то, что мы делаем, не улучшает нашу жизнь, видите, а усложняет. Потому что мы не знаем, наши отцы не знали, наши деды уже забыли, что такое потомство, что такое традиции, что такое династия. Это тема то, как быть родителем. И я не думаю, что мы сейчас с вами с первого же дня станем возвышенными первоклассными родителями. Это процесс. Мы должны просто об этом сейчас думать, обсуждать, размышлять, желать, изучать. Это принесет огромную пользу. То есть фактически мы с вами находимся в начале сейчас зарождения новых традиций. Как бы заново нужно начать что-то делать. И принцип такой: сохранить то, что имеете, и получить то, что не хватает. Есть же что-то хорошее, верно? Это надо хранить и беречь. Но нужно дополнить еще чем-то лучшим. То, что не хватает, нужно тоже получить. Это принцип образования. Не так, что эта семья плохая, давайте ее вычеркнем из жизни. Нет, нет. Возьмите все самое лучшее и дополняйте еще какими-то хорошими вещами. Постепенно больше, больше, больше.